В начале июля этого лета моя игра пробила онлайн до сотни игроков, но из-за недостатка нового контента и тупизны модерации Роблокса онлайн рухнул вниз. В этом видео покажу, как я создавал огромный летний ивент. Моделировал кучу 3D моделей, рендер, текстуры, локации и многое другое. Как я пытался вытащить игру со дна. Сколько я заработал робоксов. Что ж, история началась еще в июне. Где-то за неделю до 1 июля я решил, пора сделать летний ивент. Я засел в Blender и начал готовить 3 первых юнитов. Сначала сделал аквабластера, смоделировал ему водяные пушки, кепку и собрал общий дизайн. Потом пошел песчаный призыватель. Я ему старательно лепил всякие летние элементы. И вот каким он получился. Потом, увидев эту картинку, мне пришло вдохновение. Почему бы не сделать вот такого же осьминога или кальмара? В игре как раз появилась новая редкая категория – призматик. Мой выбор пал на осьминога, и я присвоил эту редкость ему. Я долго возился с ним в блендере, делал риг щупальц, крутил их для плавного передвижения, чтобы анимация была максимально плавной. Пришло время делать рендер. Я скачал карту освещения пригородный сад из Polyheaven, загрузил его в шейдинг, и осталось только крутить значения векторов, чтобы тени правильно падали на персонажа. Потом пришло время сделать новую валюту. Мое воображение придумало сделать так, что осьминог держит в щупальцах гиблеров, будто хочет съесть их. И обновление было готово. 1 июля обнова вышла, и это был разнос. Онлайн подскочил до 500 человек. Я принял решение обновлять игру каждые 2 дня. На вторую обнову я выкатил новую летнюю карту, сделав пальмы, летние зонтики, лежаки, камни, надувные фламинго и многое-многое другое. Также добавил летние квесты, чтобы игрокам было легче фармить ивентовую валюту. Кстати, с валюты вышел забавный фейл. Я назвал ее кальмар, и только потом до меня дошло, что я хотел вообще назвать ее в честь осьминога, но переделывать не стал. В третьей обнове я решил сделать продавца кокосов. Я снова зашел в Blender, сделал модели, и кокосы получились сочные. Добавил нового юнита в игру, которого можно было купить за эти самые кальмары. А вот на 4-ю обнову я придумал очень классный дизайн персонажу. Я снова зашел в Blender и начал работать. Мне кажется, получилось сносно. Честно, мне безумно нравится его дизайн. Он получился серьезно, как какой-то повелитель океанов, со своим огромным трезубцем. Итак, я его назвал Король Шторма. Думаю, вы поняли взаимосвязь с морями, океанами и всякое тому подобное. Какую редкость ему дать, много времени не заняло. Он стал легой. Над 5-м обновлением я прям запарился. Я захотел сделать летние испытания, что-то вроде сюжетки, за прохождение которой давали бы крутого юнита. Первым делом я сделал главного босса, короля краба. После сделав ему кости, то есть риг, потом импортировал в Roblox Studio и анимировал через Moon Animator. Для вас прошло пару секунд, а для меня пару часов. Дальше я начал делать для него помощников, новых гиблеров. Что ж, я старался делать забавных гиблеров. Также нужно было сделать каждому анимацию. В целом, результатом я доволен. Чтобы атмосфера чувствовалась, я нашел несколько пиратских музык, под которую реально ощущается вайб нахождения на корабле. Ну и сам корабль я тоже с нуля слепил в блендере. Осталось смоделировать еще декор и еще больше декора. Я выкатил уже более 5 обновлений, и онлайн стабильно держался до 400 игроков. И немного я выгорел, и решил закончить с летними обновлениями. Но скоро произойдет то, чего я не мог никак ожидать. Я продолжил делать каждую неделю обновления. Так вот, 18 июля в субботу я выпустил небольшую обнову с юнитом Дарксом. На одну только его модель ушло больше 3 часов. Я вымерял каждый полигон, чтобы все было ровно, красиво и оптимизировано. 22 июля я улетел в отпуск на неделю в Москву. Перезагрузился, отдохнул и 29 июля возвращаюсь в свой родной город. Открываю календарь и понимаю, 1 августа мне нужно убрать летний ивент и выпускать новую мощную обнову. У меня оставалось ровно 3 дня. Начал сидеть за компом больше времени. За это время я с нуля сделал систему Infusion. Это система зачарований.
Я придумал разные виды чар. К сожалению, я не умею хорошо делать иконки и сделал их через нейросеть. Но меня ждал подарочек от Roblox. Roblox начал выпускать свои очередные дебильные обновления с возрастным рейтингом игр. Изначально моя игра была рассчитана для всех возрастов. Она спокойно прошла все требования Роблокса. И тут я вообще не понял, что они там курили. Roblox без каких-либо причин просто сбросил рейтинг моей игры, из-за чего она стала недоступна для игроков. Причем в таком состоянии игра могла лежать буквально вечно, пока я сам не заметил проблему и не прошел проверку. А потом я замечаю еще более интересную вещь. В моей игре почему-то поставили возрастной рейтинг 16+. Какого хрена Roblox? Я начал писать в поддержку Roblox и объяснять, что произошла вот такая ситуация. В ответ я получал в основном какие-то шаблонные сообщения, которые вообще не решали мою проблему. Поэтому мне уже пришлось буквально закидывать их фотографиями для доказательств, чтобы они наконец поняли, что ситуация действительно серьезная и ее надо решить. И спустя 1,5 дня мне наконец вернули доступ ко всем возрастам. Короче, спасибо Roblox за очередной квест, который мне пришлось пройти просто для того, чтобы моя игра снова стала доступна для всех игроков. Что ж, вернемся к обновлению. Реальность ударила по лицу, игрокам эта обнова вообще не зашла. И к тому же ивент закончился, так еще игру сняли на время. Вдобавок в коде вылезла просто куча багов. Итог, мой стабильный онлайн рухнул до 30-40 игроков. Что-то надо срочно исправлять и возвращать интерес игрокам. За 2 дня я придумал глобальное обновление Milk Front. Я не хотел, чтобы игра шла по одному и тому же сценарию. Я хотел сделать так, чтобы игрок мог максимально зависеть от своей катки, и все было в его руках. Поэтому я решил добавить 2 мини-базы, каждую из которых можно прокачивать 2 раза и при этом чинить. Еще мне пришла идея сделать выбор карточек. Игрок сможет выбрать только одну из 3 карточек, а сам выбор будет появляться каждые 15 волн. Благодаря этому игроку будет сложнее заскучать. Также я добавил систему подарков. Каждые 10 волн игрок получает подарок. Я смоделировал новые мини-базы в виде деревянных домов. Пересобрал логику игры, чтобы враги нападали на эти мини-базы. И это сработало. Еще для большей мотивации я добавил лидерборд. Игроки, которые попадают в топ-50, будут получать награды, а особенно те, кто займет места в топ-50. Например, за попадание в топ-50 можно получить нового юнита, Бангуса. Я сделал это именно для того, чтобы игроки соревновались друг с другом, и у них была дополнительная мотивация продолжать играть в режиме. Но мне показалось, что это все равно недостаточно, поэтому я решил добавить еще одного нового юнита, уличного хулигана. Его дизайн получился просто шикарным. Мне он самому очень понравился, поэтому я решил сделать его особенным. Его можно будет купить за робоксы или за внутриигровую валюту, молоко. Вроде бы игрокам эта идея тоже понравилась, так что на этом все. Что насчет робоксов? Во время летнего ивента продажи выросли буквально в сотни раз. За все это время летнего марафона моя игра принесла 1000 робоксов. Я постоянно продолжаю обновлять игру, придумывать что-то свое и делать ее еще более уникальной и интересной для игроков. Но помимо этого проекта я еще работал над игрой «Летний русский район». Для нее я даже выходил на улицу и фотографировал собственные текстуры, чтобы использовать их в игре. Игра уже опубликована, но пока что еще находится в стадии разработки. Также в своем ТГ-канале я буду постить всякие новости о ней. А на этом ролик подходит к концу. Всем пока!